Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот очень простую весеннюю повязочку крючком. Для вязания буду использовать один цвет пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Ну что ж, давайте не будем терять время и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Набираем 16 петелек. Первую петлю затягиваем, потому что у нас будет пышный узор в начале и в конце ряда. А дальше начинаем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь 1, 2, 3, 4 в четвертую петлю от крючка начинаем вязать. Провязываем четвертую петельку, столбик с накидом. И дальше до конца ряда в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом. Вот, провязали до конца ряда. Теперь набираем 3 воздушные, 2, 3, разворачиваем вязание, делаем накид на крючок и в первый столбик по 2 стеночки петли будем вытаскивать петли. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Можно сделать больше накидов, то есть 5 или 6, если у вас сильно тонкие нитки, либо же если у вас толстые нитки, тогда уже сделайте 3 накида. Тут ориентируйтесь по своей пряже. Провязываем все петли вместе, закрываем, 1 воздушная, и теперь в эту же петлю повторяем наш пышный столбик. Вытаскиваем 1 петелька, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Дальше вяжем 12 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И находим с вами не вот эти вот воздушные петли, да, которые у нас вот здесь повернулись, а именно столбик, который мы вязали. И вот в этот столбик, в вершинку, мы будем провязывать вот такой же пышный элемент. То есть делаем накид на крючок и в вершинку вытаскиваем 1 петля, накид, 2, 3, 4. Провязываем все петли на крючке, закрываем вязание, 1 воздушная, и сюда же в эту же петлю провязываем такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем вязание. Теперь мы с вами будем повторять ряд, то есть набираем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, поворачиваем вязание. И теперь будем вязать вот сюда в промежуток. Делаем накид, вытаскиваем 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. 1 воздушная. Теперь сюда же накид. И опять вытаскиваем 1 петелька, 2, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем. Набираем 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь вот в этот наш пышный, вернее, вот в этот промежуток между пышными 2 столбиками мы провязываем точно так же 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. 1 воздушная, накид, и сюда же 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Следующий ряд мы с вами провязываем точно так же, как это, то есть набираем 3 воздушные, точно так же, как делали здесь, в серединку вяжем пышный столбик, воздушная, пышный столбик, дальше 12 воздушных петель. И точно так же, как в предыдущем ряду, вяжем здесь пышный столбик, воздушная, пышный столбик. То есть повторяем наше вязание. Вот смотрите, у нас получилось 3 вот такие веревочки. Теперь набираем 3 воздушные петли,
Поворачиваем вязание и оформляем наш вот такой же пышный элемент, точно так же, как мы делали с вами в предыдущих рядах. 3, 4, провязываю все петли вместе, закрываю, воздушная, сюда же 1, 2, 3, 4, провязываю все петли вместе, закрываю. Дальше вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И находим с вами вот здесь вот, в самом первом ряду, там, где у нас были столбики с накидом, вот здесь, отсчитываем, находим первый свободный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть шестой столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот он. Сделали накид на крючок. И в этот шестой столбик заводим крючок и под все наши вот эти провязанные цепочки. И вытаскиваем ниточку, примерно, чтобы она была такого размера, как вот эти наши пышные столбики. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4. И теперь провязываем все петли вместе, закрываем вязание. Теперь, когда мы с вами провязали вот такой пышный элемент, мы поворачиваем вязание в обратную сторону и находим первую петлю. Заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем ее. У нас теперь получилось 2 петли на крючке. Сейчас, секундочку, слетела немножечко ниточка. Теперь находим вторую петлю, точно так же провязываем. Теперь 3 ниточки на крючке. Следующая петелька 4 ниточки. Следующая петелька 5. Следующая 6. И следующая 7. И теперь по 2 петли провязываем 2, 2, 2, 2, 2 и последние 2. Вот что получилось. Теперь одна петля на крючке у нас есть. И теперь будем вязать вот в эти промежутки между петельками. Заводим в первый промежуток, провязываем 1, следующий 2, следующий 3, следующий 4, следующий 5 и в последний 6. И включая первую петлю на крючке, всего получилось 7 петелек. И теперь опять по 2 петли вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И по вот такому принципу провязываем еще 2 ряда. Вот смотрите, всего у нас получилось 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание. И теперь вот сюда вот в серединку провязываем, как всегда в конце вяжем 1, 2, 3, 4 вытянутые петли, провязываем все петельки вместе, закрываем, 1 воздушная и сюда же накид 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Дальше нам необходимо с вами повторить вот эти 3 ряда, там где мы с вами вязали наши воздушные петли. Вот эти вот 12 воздушных петель. Давайте провяжем с вами первый ряд. То есть набираем, как обычно, 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и в серединку 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Сюда же 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем, набираем 12 воздушных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И смотрите, вот эту вот часть мы не трогаем, мы ее пропускаем и начинаем вязать уже вот сюда в серединку. Повторяем ее. Вытаскиваем 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе. Закрываем вязание, воздушное, и сюда же 1, 2, 3, 4.
провязываем все петли вместе, закрываем вязание. И еще провязываем, вот первый ряд мы провязали, вот этот вот провязываем еще 2 точно так же. Провязали мы с вами вот эти вот 3 ряда, и теперь будем повторять ряд, который вот с центральным пышным нашим столбиком. Исключение будет только то, что будем вязать его вот в эту вот серединку нашего элемента. Начинаем ряд мы, как обычно, с 3 воздушных петель. Теперь в серединку провязываем 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем воздушная. Сюда же 1, 2, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь находим вершинку, делаем накид на крючок и находим вершинку нашего элемента вот сюда. И вытаскиваем 1 ниточка, 2, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем. И теперь будем повторять вот эту часть. Поворачиваем вязание, находим, одна петля у нас на крючке, вот в первую воздушную, вытаскиваем ниточку, провязываем 2 петли на крючке, дальше 3, 4, 5, 6 и 7. И теперь по 2 петельки вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь будем вязать вот в эти промежутки. В первый промежуток, и вот у нас уже 2 петли на крючке. В следующий промежуток 3, в следующий 4, 5, 6 и 7. И теперь по 2 петли провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы с вами провязали 2 ряда. Провязываем так еще 2. Вот у нас 4 провязанных ряда. Поворачиваем работу. И теперь вот сюда завершаем ряд, как обычно. Провязываем 1, 2, 3, 4 вытянутые петли. Провязываем все вместе. Закрываем. Воздушная. 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе. Закрываем. И теперь начинаем повтор нашего вязания. То есть мы с вами будем вязать, повторять вот эти вот 3 ряда с длинными цепочками. После этого у нас будет ряд, который вяжется вот сюда вот в серединку, и из него выходит уже вот эта часть. Таким образом мы с вами вяжем до тех пор, пока не будет нужный размер нашей повязочки. Смотрите, вот я провязала нужный размер моей повязочки. И теперь будет 2 завершающих ряда. Первый ряд начинаем с 3 воздушных петель, разворачиваем вязание, и теперь в серединку вытаскиваем 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем, воздушная. Сюда же опять 1, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Дальше вяжем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И точно так же, как вот здесь, провязываем пышный наш столбик. Делаем накид на крючок и в вершинку, вот сюда, захватывая все наши цепочки, вытаскиваем 1 петля, 2, 3, 4. Провязываем все петли вместе. Закрываем. Теперь смотрите, обычно мы с вами начинали вязать вот эту вот часть. Теперь не будем.
Теперь мы с вами провязываем 6 воздушных. Раз, два, три, 4, 5, 6. И завершаем ряд, как обычно. Провязываем 2, 3, 4 петельки. Провязываем вместе, закрываем. Воздушная. Теперь сюда же опять раз, два, три, 4. Провязываем вместе, закрываем. И вяжем последний ряд. Начинаем наше вязание, как каждый ряд, с 3 воздушных петель. Поворачиваем. И формируем вот такие 2 пышных столбика. Раз, два, 3, 4. Провязываем все петли вместе. Закрываем. Воздушная. Сюда же раз, два, 3, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Теперь будем вязать столбики с накидом, чтобы у нас получилось точно так же, как в начале нашего вязания. Смотрите, здесь главное провязать именно первую воздушную петлю, а не вот эту петельку, которую мы завершали пышный столбик. То есть я как делаю? Вот, смотрите, вот у нас серединка нашего пышного столбика. И мы от нее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потому что здесь может показаться, что нужно вязать раньше. И вот в эту петлю мы провязываем первый столбик с накидом, в следующую петельку второй, дальше третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь вяжем вершинку нашего пышного столбика. Теперь здесь точно так же мы будем провязывать 6 петелек. Провязываем первый столбик с накидом. Дальше следующую петельку второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Смотрите, здесь тоже, вот видите, вот эта петелька, кажется, что она должна быть провязана, которая точно так же, как и вот здесь, но она принадлежит пышному столбику. Теперь завершаем ряд, как обычно. Раз, два, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем, воздушная. Теперь сюда же раз, два, 3, 4. Провязываем вместе, закрываем. Вот мы завершили этот ряд. Теперь смотрите, нам осталось с вами соединить наши 2 половинки. Можно сшить иголкой, можно соединить крючком. Вот смотрите, находим между первым и вторым столбиком, это вот начало нашего ряда, заводим сюда крючок и в серединку нашего пышного элемента. И соединительные присоединяемся. А дальше находим здесь следующий столбик и здесь следующий столбик, соединительный, присоединяемся. Следующий столбик и следующий столбик. И теперь соединительными мы с вами вяжем до конца ряда. Каждый столбик напротив каждого столбика. Соединяем так до конца ряда. В конце ряда опять берем вот между первым и вторым столбиком, вернее последним и предпоследним, заводим крючок, а здесь вот серединку пышного нашего элемента и провязываем соединительную. Дальше вяжем воздушную и можем обрезать ниточку. Вот такой вот шов у нас получился. Вот так вот соединение выглядит с лицевой стороны, а вот так вот выглядит повязочка. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что было понятно.
и что вам он понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.